В самом сердце египетской пустыни, где пески прячут следы исчезнувших цивилизаций, команда археологов случайно наткнулась на крайне необычный объект. Все началось, когда местные рабочие, расчищая древний курган неподалеку от Луксора, обнаружили странный участок земли, который не поддавался обычной лопате. Его плотная поверхность казалась более прочной, чем окружающий песок, словно что-то искусственно замаскировали под природный ландшафт. Руководитель экспедиции, доктор Ричард Хейл, почти сразу понял, что перед ними не просто еще одна безымянная гробница. На этот раз все выглядело иначе. Массивная каменная плита, отполированная до блеска, на которой были вырезаны необычные символы, совершенно не похожие на классические египетские иероглифы, какие археологи видели тысячи раз. Внутри лагеря мгновенно началось оживление. Обычно находки такого типа привлекают внимание местных властей, но на этой площадке уже через час появились люди в строгих костюмах и темных очках. Они не представились, но сразу заняли периметр. Никто не знал, откуда у них сведения, но впоследствии стало понятно, кто-то давно следил за этим местом. Раскопки остановили, весь персонал был отозван, а вместо этого к саркофагу допустили только узкий круг специалистов. Для исследования понадобились специальные инструменты, алмазные диски, лазерные сканеры и оборудование для анализа поверхности. Обычного молотка и зубила было недостаточно, так как камень оказался крайне плотным и, по словам инженеров, больше всего напоминал метеоритное железо. Даже спектральный анализ показал необычные примеси, редкоземельные металлы, которые не характерны даже для элитных гробниц Нового Царства. За первой ночью у саркофага сменились 3 смены охраны. Камеры наблюдения работали без перерыва, никто не мог подойти ближе, чем на 15 ярдов без специального допуска. Большинство работников лагеря было эвакуировано, а для оставшихся ввели строгий режим секретности. В архиве археологической экспедиции документы об этом дне сразу пометили как «совершенно секретно». К утру из Каира прилетели представители Министерства по делам древности и несколько офицеров силовых структур. У входа в гробницу поставили палатки для наблюдения и генераторы для бесперебойного освещения. Объект не должен был оставаться в темноте ни на минуту. Даже ночью вокруг было светло, как днем, чтобы исключить любую попытку проникновения посторонних. Пока специалисты из разных стран обсуждали способы вскрытия саркофага, кто-то обратил внимание на странную особенность. На одной из сторон гробницы был выгравирован прямоугольник, почти идентичный современному экрану телефона. Этот элемент не вписывался ни в одну известную культуру. Прямоугольник был плоским, гладким и под определенным углом сверкал синим оттенком. Ученые проверили его на наличие радиационного фона. Приборы показали абсолютно нулевые значения, что только усилило недоумение. Внутри лагеря стало неспокойно. Одни предполагали, что перед ними уникальная царская гробница, другие, что это нечто совершенно иное. Вокруг объекта за считанные часы выросла временная стена из мешков с песком. Доступ персонала был ограничен, камеры снимали каждое действие археологов, а все результаты тут же отправлялись на зашифрованные сервера. В течение следующих дней все попытки применить стандартные методы вскрытия оказались безуспешными. Камень саркофага не поддавался даже алмазным резакам. На 3-е сутки решили использовать миниатюрный ультразвуковой бур, доставленный специальным рейсом из Лондона. Вскоре стало понятно, что вскрытие этого объекта выйдет за рамки стандартной археологии. Когда напряжение в лагере достигло пика, кто-то из ученых предложил применить вибрационный метод, который раньше использовали только для вскрытия инопланетных метеоритов. Эта идея вызвала горячие споры, но, несмотря на опасения, эксперты из Англии и Германии одобрили эксперимент. Объект раскачали при помощи специальной платформы, и, к удивлению всех, саркофаг начал постепенно раскрываться, как если бы механизм внутри реагировал именно на вибрацию. По мере того, как саркофаг медленно раскрывался, внутри лагеря царила полная тишина. Все камеры фиксировали каждое движение. В этот момент никто даже не догадывался, что внутри закрытого на века каменного ящика археологи найдут то, что перевернет представление о прошлом и о будущем. Саркофаг, словно поддаваясь только особому ключу, открылся с легким глухим щелчком. Каменная крышка, вес которой оценили почти в 2,5 тонны, плавно сдвинулась в сторону без единого скрипа или треска, словно кто-то предусмотрел специальный механизм для этого движения. Изнутри на экспертов потянуло прохладой, как будто внутри поддерживалась особая температура, недостижимая для древних технологий пустыни. Первое, что бросилось в глаза команде, отсутствие стандартных слоев мумии, золота и слоновой кости, которые обычно накладывали вокруг останков фараонов и вельмож.
Вместо этого саркофаг был почти полностью пуст, если не считать странный металлический контейнер в его центре. Контейнер напоминал капсулу овальной формы, длиной около 12 дюймов, выполненную из материала, который не удалось определить ни визуально, ни с помощью портативного спектрометра. Рядом с капсулой виднелись крупинки неизвестного пигмента, ярко-синего цвета, который не встречался ни в одном из известных археологических объектов Египта. Впоследствии оказалось, что этот пигмент не растворяется ни в воде, ни в кислотах и не реагирует на магнитные поля. Еще более странным было то, как легко металлическая капсула отделилась от каменного ложа. Она будто скользнула в руки ученых, не оставив царапин, несмотря на явный древний возраст саркофага. Все происходящее фиксировалось на 8 камер высокой четкости, а на площадке находились представители сразу 3 международных научных групп. Открывать капсулу решили при максимальных мерах предосторожности. Каждый археолог прошел двойную проверку безопасности, а для вскрытия использовали стерильные перчатки и специальные инструменты из титана. После того, как последний фиксатор был снят, контейнер с легким щелчком открылся, и тогда обнаружили, что внутри лежит предмет, который никто не мог ожидать увидеть в гробнице, чей возраст оценивали минимум в 3000 лет. На мягкой, почти невесомой подушке из синтетического материала, которого раньше не находили ни на одной древней раскопке, лежал тонкий пластик с гладким экраном, по форме подозрительно напоминающий современный смартфон. Краи его были покрыты едва заметными гравировками, которые при ближайшем рассмотрении оказались ультратонкими электронными дорожками. Эксперты из числа ученых по древним языкам попытались найти схожесть этих символов с любыми известными письменностями, но безуспешно. Ни латиница, ни кириллица, ни какие-либо восточные руны не совпадали с узором на корпусе таинственного устройства. В этот момент стало понятно: перед командой находка, не имеющая никаких аналогов в мировой истории археологии. Телефон не имел привычных кнопок или разъемов, и при попытке просканировать его стандартными металлодетекторами приборы показывали только глухой шум, состав устройства не совпадал с современными сплавами. Самое поразительное произошло, когда экран внезапно загорелся синим светом. Несмотря на отсутствие видимых источников питания, устройство словно активировалось от прикосновения. Экран тут же вывел дату, которая, как позже сверились специалисты, относилась к будущему, спустя несколько лет от текущего дня на раскопках. Эта деталь зафиксирована на всех видеозаписях. Электронная подпись не совпадала с форматом датировки ни одного современного смартфона, и язык интерфейса был неизвестен даже профессиональным лингвистам. Внутри объекта не было привычной батарейки или плат. Позже, когда инженеры попытались изучить устройство с помощью рентгена, изображение показало слишком сложную структуру, больше напоминающую нанотрубки и полупрозрачные слои, которые не могли быть созданы даже в условиях современных лабораторий. И все же, несмотря на всю сложность устройства, оно реагировало на прикосновение. На экране всплывали изображения, которые никто не смог бы связать с эпохой фараонов. Городские небоскребы, световые поезда, странные машины в воздухе и люди в одежде, явно не соответствующие ни одному периоду, известной в истории моды. Когда первые фотографии с этого загадочного устройства появились у организаторов раскопок, они приняли решение усилить режим секретности. Отныне о находке знали только отдельные представители министерств и несколько международных экспертов, которым пришлось дать подписку о полной неразглашении. Вокруг лагеря усилили охрану, а часть команды вывезли под предлогом экстренной медицинской проверки. Остальные работали только в сопровождении вооруженных конвоиров. На каждом этапе изучения телефона фиксировали все новые странности. Стекло не царапалось даже самым острым алмазом, а попытка подключить устройство к стандартным коммуникационным портам окончилась ничем. Гаджет не реагировал ни на один кабель, используемый в современных технологиях. Неизвестно, как этот предмет оказался внутри древнего саркофага, но уже стало ясно, его появление здесь противоречит не просто историческим представлениям, а законам здравого смысла. Пока эксперты спорили о происхождении устройства, интерес к находке проявили сразу несколько частных инвесторов и иностранных лабораторий. Однако доступ к объекту был полностью закрыт, а все запросы на передачу артефакта отклонялись моментально. Уголок египетской пустыни, еще недавно казавшийся забытым временем, на глазах превращался в эпицентр тайны, которая только начинала раскрывать свои секреты. Все внимание теперь было приковано к самому предмету, ведь его экран уже на первом запуске показал нечто, что никто не осмеливался даже представить в подобных условиях.
Когда загадочный предмет оказался в руках археологов, в лагере сразу усилили меры предосторожности, но никто не мог остановить внутреннее напряжение. Все ждали, когда и как странное устройство проявит себя. Первым делом ученые попытались сфотографировать находку, но вспышки фотоаппаратов не отражались на его поверхности. Изображение на снимках оставалось черным, несмотря на миллион свечей света и разные углы освещения. Только одна камера высокого разрешения, привезенная из Лос-Анджелеса, сумела захватить тусклый контур экрана, который светился синим будто изнутри. Это стало первой подсказкой, что устройство все-таки отзывчиво к энергии извне. Возможно, даже питалось ею, ведь никакой видимой батареи не было. Доктор Хейл первым решился прикоснуться к гладкой поверхности экрана одним пальцем. В этот же миг, без малейшей задержки, экран вспыхнул голубым светом, и на нем отчетливо проявились цифры и символы, которые не смог распознать ни один из присутствующих специалистов по древним языкам. Но главное, на самом верху экрана красовалась дата, написанная необычным явно цифровым шрифтом. Переведя обозначение, ученые сравнили эту дату с текущей на календаре. Она указывала на события, отстоящие на несколько лет вперед. Ошеломление сменилось немым потрясением. Никто не слышал ни о чем подобном даже в самых смелых теориях о путешествиях во времени. Пока все приходили в себя, экран неожиданно переключился. На нем, словно на слайд-шоу, начали сменяться изображения будущего, гигантские города с прозрачными башнями, дороги, у которых не было ни одного видимого транспортного средства, а по воздуху плавно двигались капсульные объекты, напоминающие пассажирский транспорт. Увеличив фотографию, техник заметил, что люди на изображениях были одеты в серебристые костюмы, а на их запястьях светились миниатюрные устройства, очень похожие на современные фитнес-браслеты, но в десятки раз тоньше и ярче. Попытки пролистать изображение на экране оказались успешными. Устройство реагировало на жесты ладони, словно было встроено в просчитанную систему контроля движением. Каждое новое фото раскрывалось с детализированной четкостью, как если бы оно было снято камерами невероятного разрешения. Археологи увидели пейзажи, которых никогда не было в Северной Африке. Огромные участки зеленых парков, искусственных водоемов, мосты, арки с легкими куполами, а также сооружения из материалов, не встречавшихся ни в древнем, ни в современном строительстве Египта. На паре кадров в углу экрана появлялись обозначения, подписи на неизвестном языке, похожем на комбинацию символов и пиктограмм. Один из специалистов по электронике попробовал подключить устройство к портативному компьютеру, используя стандартный адаптер для анализа сигналов Bluetooth. Устройство никак не реагировало на внешние попытки связи, но как только инженер взялся за корпус обеими руками, экран сменил картинку. Теперь вся команда увидела анимацию вращающегося земного шара, на котором были отмечены красные точки. Как позже определили, большинство совпадало с крупнейшими мегаполисами современности, но пара точек была обозначена в пустынных районах. Именно одна из этих точек точно совпадала с текущим местоположением раскопок. Это открытие буквально выбило почву из-под ног даже у самых скептически настроенных участников экспедиции. Внезапно экран стал мерцать, после чего отобразил нечто поразительное — видеоролик, в котором группа людей в серебристых костюмах открывала точно такой же саркофаг под землей, только вокруг не было песка, кругом были необычайно высокие здания, а над ними парили автоматические дроны. На заднем плане различимы силуэты, похожие на современных роботов. Ролик длился всего несколько секунд, после чего экран погас, а все дальнейшие попытки вновь активировать изображение успехом не увенчались. Позже при осмотре устройства под микроскопом сторона корпуса показалась странно знакомой инженеру из Франции. Узор напоминал современные печатные платы, только без привычных дорожек. Весь рисунок был словно вплетен в материал корпуса на молекулярном уровне. Даже самое острое лезвие не оставило на стекле ни единой царапины, словно поверхность восстанавливала структуру сама по себе. Инженеры пробовали воздействовать на устройство магнитными полями, а также ультразвуком. Оно никак не реагировало, оставаясь загадкой даже после серии попыток. Археологи осторожно снимали каждую деталь, боясь повредить внутренности. Все собранные отпечатки пальцев с поверхности смартфона не дали результата, ни одного следа, только абсолютная стерильность. К тому моменту в лагере собралось больше 20 экспертов из разных областей, но никто не смог предоставить объяснение происхождению и функционалу предмета. Документы о находке мгновенно пометили как «строго засекреченные», а оборудование, контактировавшее с устройством, вывезли под наблюдением военных.
Приятной неожиданностью стало то, что при попытке провести химический анализ отпечаток, снятый с экрана, показал наличие редкоземельных элементов, которые ранее не встречались в природных условиях Египта, а теоретически могли быть получены только в лабораториях будущего. Все, что оставалось команде, продолжать фиксировать каждую деталь и ждать разрешения на дальнейшие исследования. С этого момента пустыня вокруг лагеря наполнилась ощущением тревоги. Не только из-за найденного устройства, но и из-за того, что на экране уже проявились кадры, которым еще только предстоит сбыться. Когда стало ясно, что смартфон не обычная подделка, а нечто, нарушающее привычный ход истории, на территорию экспедиции прибыли вооруженные патрули. Информация о находке моментально попала в высшие эшелоны министерств, а все данные с камер и анализов зашифровали и переслали в закрытые архивы. Несмотря на все предосторожности, в воздухе витал вопрос: увиденное на экране — это просто странная иллюзия или настоящая подсказка о будущем, оставленная много тысяч лет назад? Пока ученые искали новые способы вскрыть цифровые загадки устройства, осталось главное понять, что еще скрывает этот саркофаг и как далеко на самом деле заходит его секрет. На фоне общей напряженности внутри лагеря начался самый интригующий этап. Специалисты из разных областей смогли переместить смартфон в отдельный, полностью экранированный модуль для визуального осмотра. Вооруженные военные тщательно следили за каждым движением ученых, а любой шаг фиксировался не только камерами, но и специальными блокнотами, в которые вносили мельчайшие детали. Для работы с устройством выделили группу из 4 человек: 2 электроинженера, 1 археолог с опытом по анализу древних текстов и эксперт по оптике из Нью-Йорка. Никто из них не ожидал, что телефон сразу поддастся анализу, но экспериментировать медлить тоже не было времени. Экран, будто вызванный невидимым импульсом, вновь загорелся бледно-голубым светом. На этот раз изображение раскрылось в формате панорамы. По экрану прокатывалась череда фотографий, похожих на современные цифровые галереи. Первое, что бросилось в глаза: на картинках не было ни единого пустынного пейзажа. Вместо этого появлялись огромные поля с искусственными деревьями, которые тянулись до горизонта, а между ними двигались белоснежные транспортные капсулы. Специалист по архитектуре сразу отметил необычную структуру зданий. Ни один знакомый элемент древнеегипетской или современной архитектуры не присутствовал. Башни, казалось, строились из полностью прозрачных материалов, а фасады были инкрустированы светящимися узорами. В перерывах между архитектурными пейзажами промелькнули изображения, на которых виднелись дороги без машин, на которых вместо шин двигались платформы, поднимаемые электромагнитными полями. Первые попытки рассмотреть детали оказались безрезультатными. При увеличении картинки изображение не теряло качества, оставалось неестественно четким при 10-кратном зуме. Среди транспортных средств на некоторых кадрах попадались воздушные капсулы, в которых сидели люди в костюмах серебристого цвета и ярко-синих очках. На нескольких снимках техника увидела гигантские салоны, заполненные сотнями экранов. На каждом транслировались разные языки, совершенно не похожие на алфавиты планеты. Эксперт по символике сравнил их с пиктограммами древних майя, но схожести не обнаружил. Даже искусственный интеллект, подключенный для дешифровки, не распознал ни одной буквы, а все распечатки показывали только набор неизвестных знаков. Далее появилось изображение аграрного комплекса. Среди зеленых полей возвышались башни-купола, а между ними, словно муравьи, мелькали мини-роботы на 6 опорах, у каждого на спине массивный контейнер. Археолог-ботаник из Калифорнии оценила детализированность растений. Большинство из них были неизвестной мировой классификации, а часть и вовсе напоминала гибриды сразу нескольких видов пальм и кактусов. На удаленной панели в левом углу экрана указывалась температура в 82 градуса по Фаренгейту и уровень влажности. Такие параметры соответствовали североафриканским регионам в период дождей, чего пустыня не видела последние тысячи лет. Ближе к центральной части галереи появилось видео высокого разрешения. На нем группа из 6 человек, одетых одинаково, серебристый костюм, прозрачный шлем и пластиковые сандалии, стояли у массивного входа в гигантский купол. Один из них поднес руку к панели, и дверь раскрылась сама по себе, обнажая просторное помещение, в котором не было ни одного шва или соединения. Над головами гостей летали миниатюрные дроны, а на стенах мигали светящиеся голограммы. Одна из самых загадочных анимаций показала цепочку событий, в которой капсула, подозрительно похожая на найденную в гробнице, перемещается под землей на огромной скорости, уходит под воду, а далее всплывает на поверхности среди ледяных глыб.
Следом на экране возникла карта с 3 перемигивающимися точками. Одна в Африке, вторая в Северной Америке, третья прямо в антарктических льдах. В течение следующих минут ученые прокрутили еще несколько десятков фотографий. Некоторые показывали, как люди взаимодействуют с грандиозными конструкциями, которые казались полностью автоматизированными. Почти на каждой фотографии можно было заметить абстрактные объекты, возможно, автономные машины, которые двигались по воздуху без единого видимого источника энергии, создавая ощущение, что законы физики уже давно изменились. При изучении кодировки изображений программист из команды обратил внимание: все снимки были сделаны с разницей ровно в 63 секунды, как будто процесс фиксировался наполовину автоматически. Попытки извлечь данные через сканеры и Bluetooth не дали результата. Смартфон оставался абсолютно изолированным, но продолжал стабильно показывать эти загадочные кадры будущего мира. В итоге эксперты собрали полный каталог найденных изображений и видеороликов, расшифровали все временные метки, ни одна из них не относилась к нынешней эре. За часы работы лагерь полностью перешел в режим чрезвычайного положения. Большая часть информации была сразу же отправлена министерству, а в пределах лагеря окончательно запретили любые фотографии и записи на обычные устройства. Археологи и инженеры получили приказ работать строго в масках, перчатках и в сопровождении вооруженной охраны, чтобы исключить любые попытки копирования данных. Несмотря на все меры, никто не мог предугадать, что именно скрывает память устройства помимо уже показанных кадров. Эксперты и военные договорились. До полного завершения анализа никто из лагеря не сможет покинуть территорию, и все контакты с внешним миром будут жестко контролироваться. Тем временем в самой пустыне, на месте древней гробницы, за барьерами из колючей проволоки и бетона, начинала разгораться новая волна слухов и вопросов, ведь ясно одно: впервые в истории археологии был получен не просто предмет, а целый взгляд сквозь время, который никто даже не мечтал увидеть в реальности. Когда в штабе экспедиции получили полный каталог изображений с устройства, ситуация в лагере сразу усложнилась. На территорию прибыла новая бригада вооруженных охранников, их разместили по периметру лагеря и на каждом въезде установили блокпосты с металлическими рамками. Офицеры Министерства по делам древностей начали проводить двойную идентификацию всех входящих и выходящих, включая даже местных работников, хотя те были допущены только к техническим задачам и полностью изолированы от зоны находки. В штабной палатке экстренно собрали совещание. Все специалисты, кому удалось хоть мельком взглянуть на фотографии или видеоролики с будущими городами, были опрошены индивидуально. Каждого заставили подписать отдельный документ о неразглашении, а в некоторых случаях пришлось изымать личные устройства и даже бумажные блокноты с заметками. Даже записи, сделанные карандашом, подверглись изъятию и сразу отправились на внеочередную экспертизу, чтобы исключить возможность утечки информации. Одновременно внутри научной группы разразился спор. Часть экспертов настаивала на немедленном отправлении смартфона в Государственный музей в Каире под охраной армии. Другие предлагали оставить устройство прямо на месте и полностью законсервировать гробницу. Аргументы становились все более жесткими, а дискуссия едва не сорвалась в открытый конфликт, когда прибыла делегация американских и британских военных советников. Им сразу выделили отдельный модуль для наблюдения за всеми исследованиями, а любые действия с устройством без их разрешения были строго запрещены. Военные развернули вокруг археологического объекта временное подразделение с автономным электроснабжением и оборудованием для связи на сверхдлинных волнах. Группа связистов установила двусторонний радиообмен только с 2 внешними пунктами — штаб-квартирой министерства и командным офисом на военной базе в Сахаре. Любой другой сигнал тщательно глушился, а вся электроника в лагере работала только через фильтрацию и мониторинг специальных серверов. Тем временем ученым стали выдавать специальные жетоны с чипами, позволяющими пройти к модулю для изучения смартфона. Без такого жетона никто не мог подойти даже к техническим столам, где анализировались образцы пыли, взятые из саркофага. Все перемещения внутри лагеря фиксировались на видеорегистраторах, данные из которых ежедневно пересматривали 2 независимых офицера безопасности. В попытках понять механизмы работы устройства пригласили еще одного эксперта, техника по биометрическим системам из Техаса. Его задача была проверить, не остается ли на экране смартфона никаких следов, удаленных с помощью современных химических растворов. Но и здесь результат оказался прежним. Поверхность устройства оставалась абсолютно чистой, а обнаружить отпечатки или даже часть органических остатков не удалось.
Вечером, когда часть команды готовилась к сеансу спектрального анализа, к лагерю подъехали два внедорожника с дипломатическими номерами. Из машин вышли представители сразу 3 международных организаций по защите культурного наследия. Их цель заключалась лишь в одном — убедиться, что уникальный объект не вывозят за пределы Египта и сохранность саркофага не подвергается опасности. Для этого команда из Европы прямо на месте провела фотофиксацию всего археологического объекта, включая состояние земли вокруг раскопа и каждое перемещение смартфона внутри лабораторного контейнера. В течение ночи военные начали возводить дополнительные баррикады из стальных плит вокруг шатров, где находилось оборудование. У входа на главную площадку установили прожектора по периметру, включавшиеся автоматически при малейшем движении. Часть лагеря перевели на автономные генераторы, а любые попытки пересечь внутренний периметр без предупреждения заканчивались немедленной эвакуацией и допросом. Даже случайно оставленные вещи на рабочем месте становились поводом для отдельной проверки службой безопасности. Архив службы экспедиции теперь содержал только зашифрованные документы. Доступ к ним имелись лишь у 3 сотрудников, каждый из которых работал по отдельному протоколу радиосвязи. Каждый снимок устройства анализировали на наличие скрытых символов или намеков на дополнительную информацию. И даже малейшее изменение яркости или контраста фото тут же запускало повторный цикл проверки. Параллельно с этим, египетские власти запретили публикацию любых материалов, связанных с находкой, на научных конференциях или в корреспонденции. Любые письма и электронные сообщения из лагеря заранее фильтровались специальной группой цензоров. Даже медиков, отвечавших за здоровье экспедиции, обязали сдавать все мобильные устройства в отдельное хранилище до окончания смены. Но самой жесткой мерой стала полная изоляция лагеря. По распоряжению военачальника из министерства, все грузовики и техника теперь проходили дезинфекцию и досмотр на наличие скрытых контейнеров или электронных носителей. Персоналу запретили даже обсуждать новые открытия на территории лагеря. Любые разговоры вне лабораторного модуля были запрещены, а за нарушение следовало немедленное отстранение. На фоне этой атмосферы напряженности работа над устройством не прекращалась ни на минуту. Ученые продолжали фиксировать каждый этап, от замера магнитных полей вокруг смартфона до анализа структуры самой капсулы, в которой он был найден. Все больше специалистов подключались к анализу с удаленных серверов, получая доступ только через защищенные каналы связи. Однако даже при максимальных мерах секретности и беспрецедентной охране никто не мог предугадать, каким последствиям приведет подобная находка. Все происходящее в пустыне напоминало сценарий из фантастического фильма, только теперь это был реальный объект, оказавшийся в центре самого обсуждаемого скандала в истории археологии. Именно тут, под охраной прожекторов и патрулей, впервые за все время научных открытий возник вопрос: возможно ли, что история готова открыться совершенно с другой стороны? В тени прожекторов и глухой тишины, которая стояла над заблокированной территорией, время будто замерло. Каждый новый день приносил с собой все новые вопросы, требующие моментального ответа, хотя получить его не удавалось никому. За барьерами из стальных плит, мешков с песком и электронных сканеров работа кипела на пределе возможностей. Археологи, инженеры, криптографы и представители спецслужб трудились посменно, не выпуская из виду ни одной детали, ни одной царапины, даже не существующей на экране смартфона. Все перелистывали каждый найденный кадр, искали закономерности и мелкие совпадения с уже изученными технологиями, однако устройство продолжало хранить свои секреты. Несколько раз в сутки в научном модуле собирались экстренные консультации, на мониторах выводили разом десятки схем, срезов, спектрограмм, повторяли каждый эксперимент, фиксируя малейшие изменения в освещенности, уровне электромагнитных помех или температуре воздуха внутри лаборатории. Эксперты из Англии и Японии по видеосвязи анализировали структуру корпуса, изучали химический состав пыли, застрявшей на микроскопических выступах по краям смартфона. Даже сама пыль оказалась не похожей ни на одну известную породу. После сравнения спектров стало ясно: часть элементов могла быть завезена только из другого континента, а часть вообще не присутствует в современной таблице элементов. Каждые 8 часов военные меняли охрану на внешнем и внутреннем периметре, и каждый раз новые люди заносили электронные подписи в специальные журналы доступа. Внутри лагеря без устали курсировали молодые техники, переносившие контейнеры с образцами на специально охраняемый стол для аналитики.
Любая нештатная ситуация мгновенно вызывала тревогу. Сигнализация работала даже на случайное прикосновение к электрокабелю или легкое изменение температуры воздуха в модуле. За несколько дней работы ассортимент инструментов расширялся. К стандартным электронным микроскопам добавились инфракрасные сканеры, портативные детекторы гамма-излучения, лабораторные спектрофотометры и оборудование для поиска поля сверхнизкой частоты. К каждому новому исследованию подключали отдельную команду. Военные из Франции контролировали безопасность, японцы отвечали за сканирование, египтяне — за идентификацию всех перемещаемых объектов по лаборатории. В отдельном блоке, куда допускалось только 3 человека, хранились все оригинальные отпечатки экранных слайдов. Их сравнивали с архивами спутниковых снимков, замедляли, увеличивали, анализировали любые цифры и подписи, рассчитывая, не скрыты ли в них дополнительные коды. Часть кадров из внутренних архивов смартфона показала странные иероглифы, которых ни один искусственный интеллект не определил как человеческий язык. Группа криптографов попыталась сверить их с шифрами военного назначения. Результата не было, а директор экспедиции прямо приказал хранить все находки в электронном архиве только на зашифрованных серверах, доступ к которым был у 6 человек из разных стран. В это же время представители Министерства по делам древностей, прибывшие из Каира, начали фиксировать все действия ученых на камеру, вплоть до того, как снимаются перчатки или как заменяется батарея у одного из детекторов. Информацию сверяли с аналогичными событиями из других крупных исторических экспедиций. Ни одна не сопровождалась таким уровнем секретности и протоколов безопасности. Каждый из специалистов понимал, от утечки любого файла зависит не только карьера, но и безопасность всей страны. Археологи тем временем изучали уже не только сам смартфон, но и саркофаг, из которого он был извлечен. С помощью портативного томографа удалось построить трехмерную модель внутренней полости, обнаружить потайные слои из композитных материалов, которые не могли быть созданы ни одной из известных древних цивилизаций. Это открытие стало новым витком споров. Часть специалистов считала, что саркофаг подвергали доработке совсем недавно, другие настаивали. Его возраст точно превышает 3000 лет, и ни один современный инструмент не мог проникнуть внутрь без следа. Внутри самой научной группы атмосферу накаляли еще и постоянные проверки. Охрана допрашивала каждого при малейшем отклонении в расписании, а любые попытки заглянуть в лабораторный ноутбук без ведома начальства заканчивались уводом к отдельному офицеру. Даже еда и вода доставлялись под контролем, а обслуживающий персонал сменяли каждые 6 часов, чтобы никто не успел передать лишнее слово за пределами охраняемой зоны. Тем временем в Центре цифровой экспертизы в Нью-Йорке, куда по защищенному каналу отправили зашифрованные копии снимков экрана и короткие видеоролики, специалисты по аналитике данных искали анализаторы, способные расшифровать пиктограммы и метки на панорамах будущего. Пока ни одна программа не справилась с задачей, символы ускользали от всех известных моделей искусственного интеллекта, алгоритмы тормозили, а выводы оставались только на уровне предположений. На площадке в пустыне появились еще несколько шатров с геофизическим оборудованием. Теперь исследовали не только саркофаг, но и всю территорию вокруг. К вечеру второго дня после изоляции было зафиксировано сразу 3 странных отклонения в структуре почвы. Под песчаным холмом к югу от лагеря георадар показал призрачные очертания еще одного объекта, похожего на меньший по размеру саркофаг, но заблокированный слоем с неизвестным составом. Доступ к находке сразу закрыли дополнительным патрулем, а журнал контроля пополнился новыми фамилиями экспертов, допускаемых к осмотру. На 5-е сутки с момента первого вскрытия в лагере появился еще один неожиданный гость — представитель Международной комиссии по вопросам контроля аномальных объектов, который тщательно опросил всех участников и лично снял копию с цифрового журнала доступа к устройству. Под его контролем были созданы резервные копии всех данных, только для передачи в лично запечатанном чемодане курьером без использования цифровых каналов. В центре этого вихря людей и технологий под колючей проволокой и сторожевыми прожекторами смартфон из пустыни оставался тем самым предметом, который по-прежнему никто не понимал, ни по составу, ни по назначению. Но с каждым новым днем, с каждой раскопкой, сканом и анализом надежда найти ответы уступала место все новым вопросам. История, которую все считали давно написанной, теперь оживала прямо в песках, раздвигая горизонты реальности и заставляя охранять каждую крупицу песка, каждый кадр, каждую секунду будущего, застывшую на экране устройства, которому еще только предстоит раскрыть свои секреты.